Так, друзья, всем привет. Мы снова идем в поликлинику. Ну да, это серия из поликлиники, из похода в поликлинику, точнее. Ну, сегодня видео поговорим в конце про цены. Вчера мы заглянули на сайт по бронированию. Ты вообще не знаешь, какие цены. На цены по жилью, Я хотел продолжить. на лето 2024 года. Мы вчера так немножко одним глазком посмотрели, но сегодня Хорошо, еще что будем одним. смотреть и вам в конце все обязательно расскажем. Пока Да. не спойлерим. Да? Да. Все будет в конце видео. Да. Многие знают, наверное, что мы бронируем уже в январе-феврале обычно жилье. Ну, плюс-минус так как-то уже рассказывали не один раз. Сейчас, короче, в поликлинику, потом идем кроме в дворец дружбы, по-моему, или что-то такое. Его встретим там. Ну, раз в неделю у нас Рома с классом. Они ходят во дворец. Там у них разная программа, каждую неделю разные занятия. Лепка, рисование, танцы, вообще все подряд. Ну, в общем, разные. Фу, курение, пахнет. Да. В общем, разные занятия каждую неделю. Сегодня этот день. И так как он просил у нас пиццу, мы точно. обещали ему забрать его из дворца. Не из школы, а из дворца. Потому что рядом там пицца продается. И купить пиццу немножечко. Сегодня вообще дубак, короче. Все. Нет, сегодня хотя бы ветра нет, снег не вьюжит. Ну, руки мерзнут вообще. Я Роме другую куртку сегодня одел. Более зимнюю. Так, мы пришли в ДНС. Сейчас пойдем смотреть телевизор. Че почем. Вот такую штуку еще хочу. К телеку. А, там видеомонитор, я думала, это телеки. Телеки вон там. Думаю, что все такие маленькие, думаю, да. Чайничек. 800 1400. О, Xiaomi классный. О, кстати, вот. Так с вытяжкой, наверное. А, она встраиваемая. Это, вон. Я думала, что поехать. Ну, это все равно не раньше летом и кухню. Теперь Ну у нас да. что-то до кухни хватает, заморочить. Уже заморочились тут с комнатами. Я, кстати, чехол купил, вот в отражении видно. Напечатанный на 3D принтере. Это маленький. 59. Нам 58 не влезет. Да. Вот, смотри, куда. 350 тысяч. 250 сантиметров. Сравнение. Не знаю даже куда такое вообще. Не, конечно, круто. Но же его надо сдалека. Домашний кинотеатр, думаешь, да? Но его сдалека надо смотреть, иначе минус зрение. Не так вообще. Там даже у каждого телека написано, что 5 метров Вот дистанцию это надо. вот 40 тысяч, Ну, я Samsung не хочу LG. 35. Xiaomi, во. 44 и 1000, и вот диагональ наша. Так, 4К, Smart TV. Ну да. Ареал. Ареал. В общем, надо вот этот брать. Наверное. Что-то меньше, ну, непонятно что. Xiaomi. И Falcon какой-то. Xiaomi 28 тысяч. Не, я больше за LG. Ну, кстати, Smart TV вообще теперь вообще 19 максимально тысяч всего доступно стало. Когда он только появился, Smart TV вообще было дорого. Смотри, DeX всего 19 тысяч. Ну, я говорю. Со есть Smart вообще TV, а так выгодно. еще и 4К написано. Еще бюджетные варианты есть. Операционная система Yaos. Интересно, что-то они так... Ну, когда последний раз покупали телевизор, Smart TV что-то дорогие были. Не было дешевых никаких Ну, вариантов. сейчас детям покупали это. Да. Пятнашка. Smart TV.
Где? 43-й. Индекс тоже выезжает. Умный пульс с микрофоном вон. О, нифига. Это такой пульт, а другого Да. что не будет? Ну, Только такой? у кого-то я видел, у тети Иры, по-моему, такой телевизор, у них вроде один пульт вот такой. Это бледная картинка. Ну да. Ладно, в общем, посмотрим. Так, все. Мы идем за Ромой. Нам сказал учитель, что портфель можно вообще не забирать со школы. Он здесь без портфеля. Да, ну то есть она просит, если кто-то забирает из дворца, просит предупреждать заранее, чтобы дети с портфелем тащили сюда. Ну так как это не совсем близко, портфель довольно тяжелый, мы не стали предупреждать заранее, мы позвонили, сказали, что заберем Рому отсюда, и потом в школу вместе сходим за портфелем. На что нам учитель сказал, в принципе, можете не забирать, там домашки на завтра, в общем-то, нету, на понедельник только. И как бы поэтому, говорит, завтра можете забрать портфель. Так что вообще круто, пиццу заказали. Сейчас Ромашку заберем и пойдем пиццу есть. И еще я там мимо ходом так одним глазом увидела в Зендане Ботфорты. Зайдем еще померяем. Друзья, кстати, напишите по звуку, что там в чехле камера с этой, с ветрозащитой. Я пока что было запихал туда. А мы, кстати, Потом- не показывали же, что мы заказали чехол. Ну, я в зеркало так показал, там отражение было. Да. А потом я сниму, покажу. Заказывали чехол. Я уже сказал, что на 3D принтере печатает человек и продает на Озоне. Приемочка. Потому что оригинальный чехол стоит нереальных денег. 6 тысяч рублей. С ума сошли. Здесь у нас находится и школа, наверное, общеобразовательная обычно, и дворец творчества детей и юношества. Ну, по крайней мере, раньше он так у нас назывался. И здесь очень много разных кружков для детей. Все, в Я общем. в свое время тоже сюда ходила, много что. Вот то ли дело здесь пол нормальный, не то что у нас в школе. Ну, потому что это Огромный. не столько школа, сколько дворец. Ну да. Огромная площадь. Типа, чем занимаются тут дети, да? Да, вот вязание вот они взяли, да. Тут еще какие-то интересные штучки. Вышивание крестиком. Вон там. Смотри, какая киска там крестиком вышита. Две апельсинки сушеные. Я уже показал. Прикольно. Вообще тут и шьют, и поют, и театральные секции, и танцы, и вообще и много очень всего. Я все время тоже ходила сюда на одну секцию, на вторую, на третью. Везде. Живой уголок. А, блин, там раньше полностью был живой уголок, сейчас нет. Всё, забрали ромашку. В те двери же выходили. А, Чем? заходили там. Вот такая куртка у него. В общем, у них сейчас были какие-то занятия, которые называются ГО. Это, в общем, какая-то там игра камушками там и рисование еще. Да? Го. Что за го? Тебе не нравится камушками эта игра? Да? Да. Нет? Никому не Я нравится, сказала, что походу никому не дела. нравится, действительно, мы с Элей разговаривали. Она говорит, никому не нравится, она говорит, ну сегодня последнее занятие, поэтому го, потом будут другие. Так что Ромашка не будет больше ошибки в ней. И вон тут торговый центр вообще нормально. Да, вот чисто. сейчас мы Это туда да, пойдем там за пиццей. Уже готова должна быть минут 10 минут. Ну все, увидимся там. Так, надеюсь, пицца готова. В прошлый раз, когда мы ее заказывали, она была не готова. Уже готова, наверное, в то же время. Расстегивай курточку. Смотри, О, Ромашка, большая и маленькая. Да. Большую. О, запах пошел. Большую взяла твою любимую деревенскую. О, Любишь? да, это твоя любимая. Да. И маленькую курино-грибную, как в прошлый раз тоже брали такую. Такую ты тоже кушал. Нормально, очень скидка у них сейчас, видите, сыр есть пицца с 12 до 2,40%. То есть у нас заказ был на 1500, а мы заплатили всего 900 рублей. В общем, не доели пиццу, несем домой. Сейчас Катя посмотрит сапоги там себе. В общем, за сапогами и все. Да. У меня, кстати, любимый сериал «Побег из тюрьмы».
И там, короче, ну кто смотрел, кто знает, там был лифт фирмы Otis. У нас тоже вот лифт Otis. Котик. Да. Кто смотрел? Ты пишешь, нет? Да. Кто смотрел этот, пишите комментарии. Да. Смотрели «Побег из тюрьмы», который... Да, только не русские. Американский. Да. Да, второй давай. На. Русские пересняли просто его. Да, кто смотрел «Американский побег из тюрьмы», давайте пишите. Я смотрела все сезоны, сейчас пока болею, тоже лежу, пересматриваю. По-новому уже второй сезон заканчиваем смотреть. Мой любимый сериал обожающий. Майкл Скофилд, Линкольн Барроуз. Барроуз. Блин, что-то мы низко куда-то поехали, можно жать второй. А куда мы поехали? На парковку почему-то. Почему мы нажали Минус второй? второй. Ром, ты какой нажал? Второй он нажал. Ну, вроде да, второй нажал. Второй он нажал вроде. Так, а вот на видео посмотреть потом. Да, я тоже потом интересно, в 33-м году или второй. Ну и в общем, Покатаемся. вот, и там тоже, когда они сыну помогали, типа, сбежать. Кто-то к нам Так это шел. сейчас кто-то сядет, да. Да. И они помогали сбежать, и они там сказали, что ему нужен, короче, лифт фирмы Otis. И вот, и у нас тут все время, когда вижу, тоже вспоминаю, что тоже Otis. Так, все, зашли. Как он перепутал. Да, я перепутал. От 2500. Было типа 8, сейчас 2,5, да? Были 8, стали 2500. Угу. Фантастика. Ну да. Да, кстати, фантастика. Маленький. Вот подъемы маленькие. В общем, вторые по мере вот тоже жмут. Сейчас смотрим еще что-нибудь. Рома сидит, скучает. Это 38, а 39. Да жмут, да, нужно еще другого. Ну так я даже несмотря на то, что молнии не целые, хотя я люблю целые, эти довольно комфортно вообще одеваются. Вот только здесь. Вот. Все, Катя определилась и взяла замш. Замш. Причем, которые затягиваются не до конца, хотя я вам рассказывала, что я не люблю, которые затягиваются не до конца, но эти реально очень комфортно одеваются. Немножечко в подъеме поджимают, но я вот сейчас походила, тут подпривыкла и вроде уже даже более-менее. И понятно, что замш немножко подрастянется. Все, побежали. В общем, ну, такие. Куда побежали, мы еще не сняли, Так, не на кассу. доплатили. В смысле на кассу. Да. Так, в общем, все, мы на выход. Только шапки оденем. Да, в общем, короче, я взяла замшевые. Там, которые были из искусственной кожи, они подешевле были, они там вообще по 2,5 были. А до этого по 8. Замш тоже был по 8, там или по 8 с копейками даже. Сейчас там 50%, 60 скидка, короче, была. Ну, нормальная тоже скидка. Все, все выпил. Вот стакан туда. Сейчас таки. Вам потом я тебе дам поснимать потом. Так, а я знаю, вот, это нам жарко, так жарко, короче, вообще там нереально быстрее на улицу хочется. Вот и что. Ну все, друзья, мы уже дома. В общем, что касается нашей поездки на море в этом году. В этом году мы решили опять же поехать в Витязево. Наверное, крайний раз. Не знаю, не зарекаюсь, конечно. Но, скорее всего, со следующего года будем смотреть, пробовать что-то новое. В этом году решили поехать еще в Витязево. Витязево нас полностью устраивает. Мы очень его любим. За его пляжи. Вообще, как родной 8 лет, one love. Но хочется попробовать что-то еще другое, конечно. Мы и в этом году смотрели варианты, но все-таки решили в этом году остановиться снова на Витязево. В следующем году, скорее всего, что-то новенькое будем пробовать. Вот. В общем, что касается жилья. Мы всегда бронируем жилье в январе. Там раньше мы начинали бронировать в мае, потом в апреле, в марте. И, в общем, пришли к тому, что последние годы мы всегда в январе бронируем жилье. И всегда в конце января, в принципе, с этим не было проблем.
мы бронировали одними из первых. У нас всегда была бронь, то есть когда мы в отелях, в гостиницах, в гостевых домах, там, ну неважно, где мы останавливались, бронировали, всегда наши брони были буквально там первые, вторые, третьи, ну, то есть как бы без проблем мы бронировали. Ну и вот сейчас закончились новогодние праздники, все, и мы хотели поехать в тот же отель, в котором мы отдыхали последние 2 года, в который мы просто влюблены невероятно всей семьей. И мы были уверены, в том году мы бронировали его в конце января, и мы были вторыми на броне, и мы были уверены, что мы попадем туда же, как бы вообще по этому поводу не переживали. И тут нас ждал небольшой облом, разочарование, что нас очень опечалило. Мы позвонили в этот отель хозяйке, да, Люсеньке. Люсенька, если смотришь видео, привет. Мы позвонили, и оказалось, что на август номеров свободных нет. Ребят, в январе нет. То есть есть номера буквально свободные там по 2-3 дня, максимум 6. Естественно, нам эти варианты не подходят, нам нужно больше дней. И мы, конечно, немножко впали в шок, в ступор. Оказывается, в этом году бронирование началось очень рано. Так рано, как вот нам говорят, никогда не было такого. Всегда бронирование начиналось в январе, в принципе. То даже в конце января, да. Ну, хотя бы после новогодних праздников. А в этом году во многих отелях, гостиницах нам сказали, что с середины ноября уже начались брони. С середины ноября, ребят. Кстати, Ваня мне в ноябре говорил, пора бронировать жилье на юге, и мы так посмеялись. Я говорю, ну, конечно, 2 месяца назад вернулись с юга и уже бронировать. А кто-то, оказывается, начал бронировать уже в ноябре, прикиньте. И, в общем, получилось так, что в наш любимый отель мы, к сожалению, не попадем. Мы, конечно, были очень расстроены, очень опечалены, реально. Не знаю, ну, нас полностью устраивал этот отель, и очень-очень-очень нам грустно, вот. Хозяйка нам, конечно, сказала, что вы можете на меня рассчитывать, что-то нужно, звоните, пишите, приедете, видите его, приходите, всегда будем вам рады. Но, блин, где-то, где остановиться, нам придется искать другой вариант. Вот. В общем, посмотрели на сайте, пока еще окончательно не определились, посмотрели на сайте, цены подросли в этом году, подросли везде. То есть, так как, ну, не первый год я мониторю эти цены и на одном и том же сайте, это все немножечко позже. И как бы, ну, видно, что цены подросли, причем где-то прям так существенно, там на 20%, где-то даже больше прям, ну, видна разница, конечно. Плюс мы ищем с таким критерием, что было не особо далеко там до моря, да, ну, хотя бы там в пределах минутах 15 ходьбы, ну, как бы больше по жаре таскаться не очень хочется. И мы смотрим всегда, чтобы был бассейн и свой душ, туалет. В принципе, остальное, ну, не так важно для нас, да, там будет кухня или столовая, в принципе, это не так важно. То есть главное у нас, чтобы был свой душ, туалет, бассейн, и чтобы не особо далеко от моря было. И, в общем, смотрела я на сайте, про сайт я рассказывала в прошлом году, и, знаете, пока смотрела, решила, что я даже сниму для вас отдельный видеоролик в ближайшие дни, где мы с вами вместе зайдем на сайт, зайдем вместе с вами на сайт, и я подсниму, покажу, как я пользуюсь этим сайтом, да, как искать в определенном месте жилье. В общем, может быть, для кого-то информация это будет полезная, интересная. В общем, на следующей, наверное, неделе выйдет это видео. Вот. Ну, пока вот по информации так, да, очень много забронировано. Мы уже звонили в несколько отелей, писали. Август много где мест нет. Это вообще шок на самом деле. И, в общем, мы так присмотрели что-то, ну, так, навскидку будем, конечно, еще искать, потому что всегда я очень подхожу к выбору места, в котором будем отдыхать, очень так досконально. Тот отель, в котором мы последние 2 года отдыхали, я не знаю, я его сколько искала, ну, далеко не один день, да, и как бы так. В общем, все, этот ролик на этом буду заканчивать. Просто, чтобы вы понимали, что если вы собираетесь на море, по крайней мере, в Витязево, ребят, бронируйте жилье сейчас. Какая-то вообще страшная история происходит, которой никогда не было. Прям сами хозяева отелей, гостиниц говорят, что такого никогда не было, чтобы столько забронированных номеров было, что мы звоним в один место, нет в августе, в другой мест нет, ну, это вообще кошмар. Так что бронируйте, чтобы потом не остаться без жилья. Все, ну и вот на следующей неделе постараюсь для вас выпустить видео. Мы постараемся
где я непосредственно покажу, каким сайтом пользуемся. В том году рассказывала, если кто-то не видел, прям покажу даже, как захожу на него, какие фильтры выставляю, как ищу, как что. Вот. Ну все, на этом наше видео буду заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. И не забывайте подписываться на наш Телеграм. До новых встреч. Пока-пока.